Мы привыкли смотреть вверх, изучая бескрайний космос, или оглядываться по сторонам, восхищаясь грандиозными небоскребами. Но самые сложные, дорогие и технологичные сооружения человечества скрыты в абсолютной темноте, глубоко под землей. Представьте себе полноценные автономные города, высеченные внутри монолитных скал. Они способны выдержать прямое попадание термоядерного оружия, колоссальное давление взрывной волны и температуру, которая на поверхности способна плавить гранит. Это не фантастика и не декорации к фильмам. Это реальные инженерные шедевры, созданные в эпоху Холодной войны и модернизированные сегодня. Здесь время замирает, а законы привычной архитектуры выворачиваются наизнанку. Как построить многоэтажный дом, который не разрушится от искусственного землетрясения? Как заставить дышать людей, отрезанных от атмосферы? И почему обычная пружина может оказаться надежнее оборонных систем? Сегодня мы заглянем за скрытый горизонт и разберем по винтикам скрытые технологии самых прочных подземных бункеров планеты. Вы узнаете, как устроены эти крепости судного дня изнутри. Обычный человек представляет себе защитный бункер как стандартную бетонную коробку, зарытую глубоко под землю. Но профессиональные инженеры знают, если речь идет о термоядерном ударе, даже самый прочный искусственный бетон покроется трещинами и разрушится. Спасение кроется в геологии, поэтому для главных стратегических командных пунктов ищут монолитные скальные массивы, созданные самой природой миллионы лет назад. Яркий пример такого подхода — комплекс Шайен в Соединенных Штатах Америки, вырубленный внутри цельной гранитной горы. Гранит — одна из самых плотных и твердых пород на планете. Его кристаллическая структура обладает уникальным физическим свойством. Она способна эффективно гасить кинетическую энергию. Когда сейсмическая волна от мощного поверхностного взрыва ударяет в скалу, она начинает рассеиваться, проходя сквозь массив. До внутренних помещений доходит лишь малая часть энергии, что превращает смертоносный удар в сильную, но вполне переносимую вибрацию. Найти подходящую гору — сложнейшая задача. Ученые долго сканируют скалу на наличие скрытых тектонических разломов, пустот и подземных вод. Любая микротрещина под воздействием колоссального давления может сработать как слабое звено и расколоть гору. Только убедившись в абсолютной монолитности, строители начинают взрывные работы. Из недр горы Шайен извлекли 1 000 000 тонн гранита, создав внутри сеть огромных залов высотой с многоэтажный дом. Похожий метод применили в Швейцарии, превратив Альпы в подземную крепость с сотнями скрытых объектов. Защита таких сооружений измеряется сотнями метров природного скального грунта над головой. Этот естественный щит надежнее любых рукотворных стен. Но как построить внутри каменной пещеры здания, которые не рухнут при сильнейшем искусственном землетрясении? Для этого инженеры придумали уникальное решение. Вырубить огромные залы внутри гранитной горы — это лишь первый шаг. Главная проблема поджидает инженеров на следующем этапе. Представьте, что внутри каменной пещеры вы построили обычный кирпичный или бетонный дом, прочно закрепив его фундамент к полу. При мощном ядерном ударе по вершине горы сама скала устоит, но по ней пробежит колоссальная ударная волна. Камень мгновенно передаст этот жесткий кинетический импульс стенам здания. В результате постройки внутри бункера просто сложатся как карточные домики, а люди и хрупкое электронное оборудование погибнут от страшной перегрузки. Чтобы решить эту задачу, инженеры пошли на гениальный шаг. Они полностью отделили внутренние здания от самой горы. Внутри комплекса Шайен дома буквально подвешены в воздухе. В огромных гранитных залах построены 12 массивных трехэтажных зданий из толстой судовой стали. И эти строения не касаются каменных стен или пола пещеры напрямую. Окружающий их зазор составляет не менее 1 метра со всех сторон. Возникает логичный вопрос.
На чем же тогда держатся эти гигантские стальные коробки? Ответ кроется в механике. Каждое здание установлено на огромных стальных пружинах авиационного и промышленного типа. Высота каждой такой пружины составляет около 1 метра, а вес превышает 450 килограммов. Всего под фундаментами внутренних корпусов установлено более 1000 подобных амортизаторов. Когда сейсмическая волна от взрыва сотрясает гору, гранитные стены пещеры начинают бешено вибрировать и смещаться. Но сами здания плавно качаются на гигантских пружинах. Эта система способна гасить колебания почвы с амплитудой до 30 сантиметров. Все инженерные коммуникации, которые подходят к зданиям, водопроводные трубы, силовые электрические кабели и воздуховоды, сделаны не из жесткого металла, а в виде гибких резиновых и металлических рукавов. Они могут изгибаться и растягиваться в любые стороны, не теряя своей герметичности. Благодаря архитектуре свободного хода внутренний город превращается в изолированный корабль, который уверенно покачивается на стальных волнах внутри каменного океана. Но как защитить этот автономный мир в месте, где он пересекается с поверхностью, на самом въезде в бункер? Даже самый защищенный бункер имеет уязвимое место. Это его входы. Люди и техника должны как-то попадать внутрь. Но как сделать так, чтобы въезд под землю мгновенно превратился в неприступную стену, способную выдержать колоссальное давление взрывной волны? Для этого инженеры создали уникальные порталы и массивные гермодвери, которые считаются шедеврами тяжелого машиностроения. Начнем с того, что въездной туннель никогда не делают прямым. Если посмотреть на чертежи комплекса Шайен или канадского бункера Диффенбункер, можно заметить, что главный коридор имеет форму дуги или резкого зигзага. Это сделано для борьбы с физикой взрыва. Взрывная волна распространяется по прямой траектории. Пролетая сквозь изогнутый туннель, поток энергии бьется о глухие гранитные стены поворотов, теряя до 80% своей разрушительной силы еще до того, как приблизиться к защитному контуру. Когда остаточная волна доходит до конца туннеля, на ее пути встают гигантские ворота. Внутри горы Шайем установлены 2 массивные взрывные двери, весом по 25 тонн каждая. Вес одной такой конструкции равен весу целого пассажирского автобуса. Сами двери имеют вогнутую форму. Такая геометрия выбрана не случайно. Вогнутая стальная поверхность распределяет внешнее давление по периметру дверной рамы, буквально впрессовывая ворота в скалу и делая их еще прочнее в момент удара. Несмотря на колоссальный вес, эти механизмы сбалансированы с идеальной точностью. В штатном режиме, благодаря гидравлическим приводам, огромная створка закрывается всего за 30 секунд. Если автоматика откажет и отключится электричество, 2 человека могут закрыть эти ворота вручную с помощью простых механических рычагов. Чтобы внутрь не проникли опасные газы, по всему периметру проложены многослойные уплотнители из особой стойкой резины. При закрытии мощные прижимы намертво вдавливают дверь в пазы, обеспечивая абсолютную герметичность. Как только засовы защелкиваются, бункер полностью отрезается от земной атмосферы. Но чем тогда дышать людям в каменном мешке? Настоящий вызов для инженеров начинается тогда, когда массивные стальные двери закрываются. Главным врагом людей, запертых глубоко под землей, становится вовсе не внешнее давление, а банальная нехватка кислорода и быстрое накопление углекислого газа. Обеспечить дыхание сотен специалистов в изолированном каменном мешке — одна из самых сложных технических задач холодной войны. В штатном режиме бункер потребляет воздух с поверхности Земли. Для этого на склонах гор строятся массивные воздухозаборные шахты. Но если воздух снаружи становится опасным, автоматика мгновенно перекрывает прямые каналы вентиляции, и в дело вступает мощнейшая система фильтрации — фильтровентиляционная установка. Поступающий поток направляется по сложной системе труб. Сначала воздух проходит через массивные гравийные предфильтры, которые задерживают крупную пыль. Затем он продавливается сквозь огромные кассеты с активированным углем
и специализированными химическими поглотителями, которые нейтрализуют любые токсичные газы. При этом инженеры применили хитрый физический трюк — создание избыточного давления. Внутри жилых зон бункера компрессоры искусственно нагнетают давление так, чтобы оно было чуть выше атмосферного. Дело в том, что в любой скале со временем могут появиться микроскопические трещины. Если бы давление внутри и снаружи было одинаковым, опасный воздух мог бы просочиться внутрь. Но благодаря избыточному давлению чистый воздух изнутри бункера постоянно выталкивается наружу через любые микрощели, создавая непреодолимый барьер для внешних загрязнений. Если же ситуация становится критической и внешние воздухозаборники полностью завалены, бункер переходит на режим полной изоляции — регенерацию. В этом режиме объект перестает брать воздух снаружи. Для дыхания используются технологии подводных лодок, специальные химические патроны, которые поглощают углекислый газ и одновременно выделяют чистый кислород в результате химической реакции. Чтобы вся эта колоссальная система очистки и вентиляторов работала без сбоев, требуется огромное количество энергии. Откуда же она берется на глубине в сотни метров? Без электричества самый современный бункер превратится в холодный каменный склеп всего за несколько часов. Перестанут работать вентиляторы, гонящие кислород, погаснет свет, отключатся компьютеры связи, а насосы перестанут откачивать грунтовые воды. Жизнь под землей полностью зависит от стабильного электроснабжения. В мирное время такие объекты подключены к обычной гражданской сети. Но инженеры всегда рассчитывают на сценарий, при котором все внешние линии будут мгновенно уничтожены. Решением проблемы стало строительство массивных автономных электростанций прямо внутри скальных залов. Сердцем энергетической системы бункеров являются огромные многоцилиндровые дизель-генераторы, заимствованные из кораблестроения. Например, внутри горы Шайен установлена батарея из 6 генераторов мощностью почти по 2000 кВт каждый. Эта подземная станция способна вырабатывать достаточно энергии, чтобы полностью обеспечить электричеством небольшой современный город с населением в несколько десятков тысяч человек. Однако запуск дизельных двигателей глубоко под землей сопряжен с огромными техническими сложностями. Первая проблема — это топливо. Для бесперебойной работы требуются миллионы литров горючего. Под него инженеры вырубают в скалах отдельные колоссальные резервуары, где дизель может храниться годами. Вторая, еще более сложная проблема — охлаждение. Работающий мотор выделяет колоссальное количество тепла. В замкнутой каменной пещере двигатели без вентиляции быстро перегреют сами себя. Чтобы решить проблему перегрева, создатели подземных цитаделей используют воду. Внутри горы были выдолблены резервуары, заполненные миллионами литров ледяной воды. Часть ее берется из естественных подземных источников, обнаруженных при строительстве. В случае аварии эта вода циркулирует по замкнутому контуру, забирая излишнее тепло от работающих генераторов. Дизельные станции оборудованы системами автоматического пуска. Если напряжение из внешнего мира пропадает, автоматика мгновенно запускает двигатели, и уже через 30 секунд бункер переходит на полную автономность. Но энергия и воздух — это лишь база. Людям для выживания нужны вода и пища. Как устроена подземная логистика снабжения? Обеспечить подземный командный пункт воздухом и энергией — это огромный успех, но абсолютно бесполезный, если запертым внутри людям будет нечего есть и пить. В условиях полной изоляции снабжение из внешнего мира становится невозможным. Подключиться к городскому водопроводу не получится, ведь внешняя инфраструктура на поверхности может быть полностью разрушена. Поэтому инженерам пришлось превратить глубокие бункеры в автономные склады с жесткими системами жизнеобеспечения. Начнем с самого главного ресурса — с чистой воды. Полагаться на внешние водоемы категорически нельзя из-за риска загрязнения. Единственным надежным выходом стало бурение собственных артезианских скважин прямо из глубоких залов бункера.
Строители уходят бурами на сотни метров вниз, сквозь толщу гранита, чтобы добраться до изолированных подземных водоносных слоев. Эта вода проходит через многоступенчатую систему очистки, включающую песчаные фильтры, ультрафиолетовое облучение и угольные кассеты. Внутри горы Шайен созданы гигантские резервуары, в которых постоянно хранится запас питьевой воды, способный обеспечивать нужды гарнизона в течение нескольких месяцев. С продовольствием ситуация обстоит не менее интересно. В бункерах нет привычных холодильников со свежими овощами. Такие продукты быстро портятся. Базой подземного рациона становятся сублимированные продукты и специализированные армейские пайки. Сублимация — это технология, при которой продукты замораживают, а затем полностью удаляют из них влагу в вакуумных камерах. Такая еда теряет до 90% своего веса, но сохраняет все питательные свойства. Главный плюс сублиматов — феноменальный срок годности. Пакеты с обезвоженными блюдами могут спокойно храниться на подземных складах до 30 лет при обычной температуре. Чтобы приготовить обед, дежурному достаточно просто залить содержимое пакета кипятком из подземной скважины. Вся логистика хранения ресурсов рассчитана до грамма на каждого человека. Инженеры смогли рассчитать прочность стали и калорийность пайков. Но как рассчитать прочность человеческой психики, запертой в каменной пустоте? Когда военные архитекторы проектируют подземную цитадель, они с легкостью оперируют точными цифрами. Они знают толщину стальных перекрытий, марку прочности бетона и объем запасов топлива. Но существует один элемент, который не поддается простым математическим расчетам. Это человеческая психика. Оказавшись запертыми глубоко под землей, в условиях абсолютной тишины и без доступа к солнечному свету, люди испытывают мощнейший психологический стресс. Без привычной смены дня и ночи у человека быстро ломаются биологические часы, нарушается сон и падает концентрация. Для стратегического командного пункта это недопустимо. Чтобы победить этот невидимый фактор, инженеры и психологи пошли на целый ряд уникальных архитектурных хитростей. Первое, с чем начали бороться — давящее ощущение подземной пещеры. Все внутренние стены жилых и рабочих блоков бункеров никогда не красят в серые или мрачные цвета. Вместо этого используются мягкие пастельные оттенки — нежно-зеленый, бежевый или светло-голубой. Эти цвета подсознательно ассоциируются у человеческого мозга с живой природой, травой и чистым небом, что заметно снижает уровень общей тревожности гарнизона. Вторым важным шагом стало создание фальш-окон. В жилых комнатах и коридорах монтируются световые панели со сложной светодиодной подсветкой. В течение суток компьютерная система автоматически меняет температуру и яркость этого освещения. Утром свет становится мягким и теплым, имитируя рассвет. К полудню он достигает максимальной интенсивности, а к вечеру плавно переходит в глубокие темные тона. Это позволяет обмануть внутренние часы человека и сохранить привычный ритм жизни. Кроме того, в подземных городах внедряется строжайший распорядок дня. Дежурные смены меняются с точностью до секунды, а в свободное время персонал обязан посещать спортивные залы. Физическая активность помогает вырабатывать эндорфины. В бункерах также оборудуют комнаты психологической разгрузки, где транслируются привычные бытовые звуки, например, шум дождя или шелест листвы. Инженерия смогла защитить не только тела, но и разум людей под землей. А как выглядели самые масштабные исторические примеры таких сооружений, которые уже рассекречены? Чтобы в полной мере оценить размах подземной инженерии, достаточно взглянуть на реальные исторические объекты, которые создавались в атмосфере строжайшей секретности, но сегодня уже полностью рассекречены и превращены в музеи. Эти колоссальные сооружения наглядно доказывают, что человечество способно построить под землей практически все. При этом масштаб строительства и способы маскировки поражает воображение не меньше, чем технические характеристики объектов. Одним из самых необычных примеров на Западе является секретный бункер Гринбрайер,
построенный в американском штате Западная Вирджиния. Инженеры пошли на потрясающую уловку. Они возвели огромный правительственный бункер прямо под крылом роскошного пятизвездочного отеля. Проект носил кодовое название «Каравелла». В течение нескольких лет, пока шла масштабная стройка, туристы спокойно отдыхали в гостинице, даже не подозревая, что прямо под ними, на глубине нескольких десятков метров, тяжелая техника выстраивает подземный город для размещения всего американского Конгресса. Внутри были оборудованы залы для заседаний, спальни на 1000 человек, собственная телестудия и медицинский центр с операционными. Это были не просто укрытия, а полноценные памятники эпохи противостояния, где реализовали самые смелые идеи своего времени. Настала пора подвести итог нашему погружению в этот скрытый мир. Подземные цитадели Холодной войны — вершины инженерной мысли. Проектируя их, ученые раздвинули границы реальности, научились укрощать энергию взрыва гранитом, поставили многотонные здания на пружины и создали замкнутые системы очистки воздуха в недрах гор. Этот опыт не пропал даром. Сегодня технологии подземной логистики, сканирования пород и фильтрации используются при прокладке метро, возведении ГЭС и создании дата-центров. А системы амортизации легли в основу сейсмостойкого проектирования, спасая жизни в зонах землетрясений. Бункеры доказали, человек выживет в любых условиях, но лучшие укрытия — те, которые не пришлось использовать по назначению. Настоящая победа подземной архитектуры в том, что ее тайны остались под землей, а мир на поверхности продолжается. Понравилось погружение в секреты инженерии? Поддержите канал, поставьте лайк, подпишитесь на «Скрытый горизонт» и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые разборы мегапроектов. Напишите в комментариях, какой объект разобрать следующим. Спасибо за просмотр и до встречи.